Все началось в 1926 году, когда перуанский археолог Торибио Мехия Сицепе, прошу прощения за произношение, забрался на холм в пустыне Сычура, расположенной вдоль Тихоокеанского побережья Перу, и увидел на каменистом плато у своих ног гигантские борозды, тянущиеся за горизонт. Он сразу понял, что это не могут быть руины древних городов или даже дорог. И он доложил о своем открытии на международной конференции в 1939 году. Пустыня Сычура находится к северу от пустыни Атакама, самого сухого места на Земле. Поскольку дело происходит в южном полушарии, то севернее означает ближе к экватору. Несмотря на то, что эта полоса Земли тянется вдоль океана и огорожена с востока Андами, разница в температурах очень холодных вод и сильно прогреваемой Земли не позволяет влажным океанским массам проникать вглубь материка. И в результате в этом регионе в год выпадает всего 2-3 сантиметра осадков. Пустыню пересекает несколько крупных рек, долины которых были древним оазисом цивилизации. И эти реки, несущие жизнь, иногда становятся страшной разрушительной силой. Эль-Ниньо – периодическое явление, характеризующееся повышением температуры воды в этой части Тихого океана, оказывает катастрофическое влияние на климат прибрежных пустынь. Стоит температуре поверхностных вод океана повыситься на большой площади, все эти влажные воздушные массы, которые удерживались высоким давлением над водой, устремляются вглубь материка. И на пустыню обрушиваются ливневые дожди. Реки выходят из берегов и затопляют плато. В 1998 году сток из разлившихся рек хлынул в пустыню Сычура, и там, где в течение 15 лет не было ничего, кроме камней, внезапно образовалось второе по величине озеро в Перу, 145 километров в длину и 32 километра в ширину. И вот туда, в эту недружелюбную странную местность, куда белые люди не заходили со времен конкистадоров, в 1940 году отправился американский археолог Пол Косак. И он захватил с собой самолет. И сверху ему открылось поразительное зрелище. Огромное каменистое плато было покрыто сетью абсолютно прямых линий, пересекавшихся в сложные узоры, геометрическими фигурами, прочерченными с исключительной точностью, и гигантскими изображениями зверей и птиц, выполненными изящным непрерывным контуром. Геоглифы, так называются эти огромные рисунки на поверхности Земли, можно разделить на два класса. Так называемые биоморфы, изображения живых организмов, людей, растений и животных, каждый размером с футбольное поле, и абстрактные геометрические фигуры и линии, тянущиеся на километры, до 12 километров длиной. Большая часть геоглифов сосредоточена на плато Наска, находящемся в 400 километрах от столицы Перу Лимы. Кстати, геоглифы Наска не являются ни уникальными, ни самыми старыми и ни самыми молодыми на Земле. Но по размаху с ними действительно никто не сравнится. Вскоре к Косаку присоединилась легендарная Мария Райхи, о которой я расскажу отдельно. И они вместе начали наносить геоглифы на карту и строить предположения об истории их возникновения и назначении. Они сошлись на том, что рисунки в большинстве своем возникли между VI веком до нашей эры и VI веком нашей эры. Эта датировка базируется на углеродном датировании деревянных колышков, вбитых в окончании перегиба линий. При этом биоморфы, вероятно, древнее геометрических паттернов, которые зачастую проходят поверх рисунков зверей и птиц. Историки, начавшие изучать рисунки долины Наска, в шутку замечали, что плато из-за этих линий похоже на доисторический аэродром. В шутку замечали, а зря. Потому что эта идея была подхвачена и принята всерьез. Масштабность рисунков на плато немедленно породила теории инопланетного их происхождения. Жители 20 века, белые, надо заметить, жители, не могли поверить, что древние индейцы Южной Америки могли нарисовать картины, хорошо видимые только с самолета,
сами при этом не умея летать. Откуда недалеко до идеи о том, что эти рисунки были оставлены инопланетянами, посещавшими Землю в древности. Ну или хотя бы, что жители Наски нарисовали все это сами, но с помощью инопланетных инженеров. Потому что если я не могу что-то сделать, то с какой стати это смог бы сделать какой-то древний дикарь? Основным популяризатором инопланетного происхождения геоглифов был швейцарский писатель Эрих фон Деникен. В своей книге 1968 года «Колесницы богов» он предположил, что инопланетяне прилетали на Землю за какими-то минералами, и линии эти являются взлетно-посадочными полосами для их космических кораблей. Фон Деникен был жуликом, в прямом смысле слова. Он отсидел срок за мошенничество и подделку финансовых документов. Но главное, что его книги представляют собой восхитительный пример псевдонаучных спекуляций, базирующийся на неполных или просто неточных фактах, выбранных для подкрепления уже заранее сформированной идеи. В принципе, каждый человек имеет право читать любые книжки и верить во что ему угодно, но конкретно в случае геоглифов в пустыне Наска книга фон Деникена оказала физическое вредоносное влияние, потому что до ее выхода про рисунки на плато знали немногие специалисты, а после на эту сенсацию повалили толпы туристов. В те годы правительство Перу еще не предусматривало никаких мер, чтобы защитить плато и его исторические памятники, которые благополучно, безо всякой защиты, просуществовали 2000 лет. И туристы, хлынувшие посмотреть на аэродромы инопланетян, чуть было не затоптали линии к чертям. Если бы не Мария Райхе, дама с метлой. Уроженка Дрездена, она приехала в Перу в качестве гувернантки детей немецкого консула в 1932 году. А после начала Второй мировой войны решила не возвращаться в Германию. Мария Райхе работала учительницей, а потом стала ассистенткой Пола Косака. И вместе с ним она узнала о рисунках на плато. Когда Косак покинул Перу, Мария осталась в долине Наска и посвятила свою долгую жизнь изучению геоглифов. Она лично размела тысячи километров рисунков, заслужив у местных прозвище «дама с метлой». Она убедила правительство ограничить доступ туристов в этот район и потратила большие деньги из своих гонораров за книги на частную охрану. И она первая начала гонять этой самой своей метлой туристов, которые угрожали по дурости повредить ее драгоценные геоглифы. Потому что проблема с геоглифами Наска в том, что, несмотря на их масштабность и древность, оказалось, что нарисовать их на плато очень просто, а значит просто и разрушить. Что касается, собственно, технологии изготовления рисунков, то она была довольно-таки примитивной. Все плато Наска покрыто каменным боем, слоем темных камней, размазанных по поверхности ледником. И геоглифы представляют собой фактически мелкие, примерно 15-сантиметровые в глубину траншейки, сделанные простым отгребанием этого поверхностного слоя камней и обнажением более светлого охристого грунта под ними. Их вообще-то очень плохо видно даже из самолета. Туристы бывают разочарованы, и поэтому исследователи постоянно находят все новые и новые рисунки. Так вот, камешки разгребались в стороны и образовывали невысокие брустверы, защищавшие линию с обеих сторон. И поскольку, как я вам уже сообщала, плато расположено в исключительно засушливом регионе, естественные природные явления никак не могут повредить эти линии. Более того, эта скудная влага смачивает глинистые почвы под слоем щебня, и камни как бы приклеиваются к своему месту еще крепче, так что ветром их вздуть уже невозможно. И этим объясняется историческая долговечность линий. Но, разумеется, распинать борозды ногами очень просто. Тем более очень просто раскидать камешки, проехав по ним на автомобиле. Мы до сих пор видим на плато следы машин, оставшиеся с 20-х годов. И поэтому доступ на плато сейчас закрыт, и на рисунки можно полюбоваться только с самолета. Впрочем, это не единственный способ их увидеть, несмотря на общепринятое мнение, но это лучший способ увидеть их как следует. Но прежде чем мы начнем рассуждать, как и зачем были созданы эти линии, нам нужно поближе познакомиться с людьми, их создавшими.
потому что, уверяю вас, создали их люди. Но это были замечательные, необычные люди, сильно отличавшиеся от нас с вами. Во-первых, нужно заметить, что цивилизация Наска не такая уж безумно древняя. Индейцы Наска были непосредственными предшественниками инков, а инки столкнутся с конкистадорами. Наска заселяли эти недружелюбные долины в период от 200 года до нашей эры и по 800 год нашей эры. То есть они были современниками древних римлян и дотянули до раннего средневековья. Египетские пирамиды, Стоунхендж и Минойцы, к примеру, были гораздо раньше. Цивилизация Наска, так же как и другие доколумбовы общества Америки, включая наследовавших им инков, не имела письменности. Но на их изделиях имеется масса рисунков, и эта иконография, во-первых, перекликается с рисунками на плато, а во-вторых, рассказывает нам об их жизни и верованиях. Многие артефакты Наска, находящиеся теперь в музеях, происходят из их своеобразных захоронений. И климат этих мест сыграл тут большую роль. Из-за исключительной сухости воздуха Наска практиковали как бы ненарочатые мумификации своих мертвых. Они хоронили людей в сидячей позиции, в небольших каменных хатках, гробницах. Так вот, в отличие от египтян, которым приходилось подвергать своих покойников сложной процедуре мумификации, наскам было достаточно вынуть внутренности из тела и просто оставить его сидеть в гробнице. Никаких бальзамических средств, никаких обертываний в смолу. Сухой жаркий воздух завяливал тела, как изюм. И археологи нашли множество хорошо сохранившихся мумий, одетых в древние одежды и окруженных керамическими изделиями, в которых индейцы приносили дары своим мертвым. Их отличные узорные ткани так хорошо сохранились благодаря сухому климату долин. И на рисунках на этих тканях из хлопка или шерсти лам мы видим мотивы, подобные тем, что изображены на геоглифах. Индейцы Наска создавали расписную керамику невероятной красоты. И в рисунках на их горшках и кувшинах мы тоже можем найти образы, похожие на те, что нарисованы на плато, а внутри остатки их пищи. Основу питания Наска составляли кукуруза, бобы, кабачки, батат, тыква, арахис и рыба. Кроме основных пищевых культур, они также выращивали какао и особый сорт галлюциногенного кактуса, используемого в церемониях. Ламы были универсальным животным. Их использовали как вьючный скот, как источник шерсти и мяса. Лам приносили в жертвы богам, а также в пищу и в качестве жертвенных животных использовались морские свинки. Религиозные поверья Наска были порождены экстремальной природой тех мест. Их боги отвечали за силы природы, и среди них были как животные – касатка, кот, змей, так и антропоморфные боги, отвечающие, к примеру, за сельское хозяйство. Пресловутый инопланетянин с плато, скорее всего, был богом-сеятелем, разбрасывавшим зерна. Сейчас выпадет. Рисунки на плато и на керамике рассказывают нам и о страшноватых традициях этой культуры. Наска, по всей видимости, практиковали охоту за головами. Эти трофейные головы с зашитыми ртами и дыркой во лбу для продевания веревки также находят как в ритуальных местах, так и на изображениях. Другим очень странным и интересным обрядом Наска были захоронения, в которых голова отсутствует и заменена кувшином, на котором нарисован, по видимости, портрет покойника, из головы которого растут травы и деревья. То есть не исключено, что все эти трофейные головы или часть этих трофейных голов были не результатом военных набегов на чужие племена, а, так сказать, автохтонными местными головами. Вообще Наска умели и любили играть с черепами. Они, на удивление, уверенно шли на черепные операции, начиная с терапевтических трепанаций, чтобы уменьшить внутричерепное давление от контузии, видимо, и кончая удлинением черепа. Удлиненные черепа мумий Наска абсолютно реальны. Это не выдумка из кино про Индиану Джонса.
Наска выполняли процедуру искусственной деформации черепа, когда голову младенцев зажимали между досок и заставляли ее расти и затвердевать вот в такой форме. Эту процедуру, между прочим, выполняли во многих местах земного шара. В районе Самарканда, например, выкапывали сагдийские длинные черепа. А в районе Тулузы, это во Франции, младенцев пеленали так аж до 20 века. И исследователи считают, что эти манипуляции вряд ли влияли на умственные способности людей, на их здоровье. Я вам это рассказываю не столько, чтобы напугать и впечатлить, а чтобы подготовить вас к мысли, насколько психология и мировоззрение тех людей отличались от наших, чтобы вам было легче отказаться от довольно наивных вопросов, а зачем древние далекие цивилизации делали то-то и то-то, если нам это кажется ненужным и абсурдным. Потому что, когда люди начинают с нашей современной и еще и европоцентрической точки зрения рассматривать отдельные, вырванные из контекста образцы далекой древней культуры, вот тут и начинаются инопланетяне. С вопроса «зачем?». Мы не можем поверить в существование совершенно иной мотивации у людей, существовавших на нашей планете, и предполагаем мотивацию, пришедшую как минимум из другой галактики. Хотя здесь, на этом шарике, и не так уж давно жили люди, чьи представления о том, что нужно и что важно, так сильно отличались от наших, что и вообразить сложно. Так вот, считается, что цивилизацию Наска уничтожили масштабные наводнения, вызванные очередным Эль-Ниньо в середине 8 века нашей эры. Но Наска и собственными руками ускорили собственное падение, массово вырубая леса для посадки культурных растений, в первую очередь кукурузы и хлопка. Потому что в нулевом году эти территории, скорее всего, выглядели не так, как сейчас. Вырубание деревьев привело к эрозии почв и общему осушению плато. И, кстати, что касается масштабного строительства, то наибольшее изумление у археологов вызывают не геоглифы, а сложные подземные акведуки, которые индейцы Наска прокопали под землей для орошения этих крайне засушливых земель. Они выкапывали норы для отвода воды из подземных пластов. Эти длинные подземные акведуки аккуратно выложены изнутри речным камнем, безо всякого скрепляющего раствора, и до сих пор поддерживаются в хорошем состоянии, для чего индейцам приходится забираться туда на несколько метров под землю и вычищать вручную разрастающиеся там растения и водоросли. На поверхность из акведуков ведут отверстия, охос, глаза, выложенные камнем по аккуратной спирали. И как раз эти каналы, а также в целом инфраструктура, связанная с использованием воды, были одной из оснований для крепкой гипотезы причины создания геоглифов на плато. Существует несколько реалистичных версий возникновения геоглифов. Самая первая версия идет еще от Торбио Ксеспи, того, кто первый заметил геоглифы в 20 веке. И она говорит, что эти рисунки были фактически огромным храмом под открытым небом. Паломники шли по линиям от фигуры к фигуре, от биоморфа к биоморфу, символизировавших богов, и вбирали в себя силы небожителей. То есть все плато было полем для огромного духовного квеста. И огромность рисунков, в общем-то, вполне пропорциональна размеру других религиозных построек, других цивилизаций. Люди повсюду строили для богов огромные вещи, превосходящие нормальный масштаб человеческой жизни. Вторая версия, которую в частности разделяла Мария Райхе, утверждает, что плато Наска – это огромный календарь или карта звездного неба с созвездиями и линиями, указывающими на точки на горизонте и в небе, на местоположение звезд, планет, положение Солнца и Луны. Замечено, что некоторые линии действительно довольно точно расположены по направлению на место восхода и заката Солнца в дни солнцестояния. Но версия эта остается довольно натянутой, потому как только 20-30% из линий смогли как-то притянуть к положениям значимых небесных объектов. Ну а если учитывать незначимые, то сами понимаете, количество видимых звезд на небе так велико,
особенно в этих сухих пустынях, представляющих собой идеальное поле деятельности для астрономов, что, в общем-то, какую бы ты линию ни провел, она обязательно укажет на какую-нибудь звезду или планету. Сравнительно свежая третья теория замечает, что длинные трапеции на плато идут в направлении подземных потоков воды, причем они сужаются вверх по течению. И навряд ли это случайность. Может быть, все эти линии – это схема водных подземных артерий, и она была призвана как-то помочь ирригации. Сторонники этой теории обращают также внимание, что большинство биоморфов Назка также связаны с идеей воды. Вот эти киты, рыбы, обезьяна, птицы тропического леса и моря – все они не живут в пустыне, они олицетворяют стихию воды. И, вероятно, вся эта система каким-то образом работала для поклонения духам и богам, дарующим воду и охраняющим водные артерии. Как я уже упоминала, исследователи постоянно находят на плато и вокруг него, потому что геоглифы встречаются и за его пределами, новые линии, рисунки, плохо видимые невооруженным глазом, даже сверху. К примеру, привлечение мощных компьютеров и искусственного интеллекта, распознающего паттерны, обнаружило множество пропущенных геоглифов и позволило разбить их на два больших временных класса. Похоже на то, что более древние геоглифы имели ритуальный смысл и были как бы церквями под открытым небом, как предполагал Ксевспи. А более новые, расположенные не на горизонтальных, а на наклонных плоскостях, служили знаками для путешественников, обозначая, к примеру, направление на поселение определенных племен. Они изображали тотемы племен или каких-то этнических групп. А прямые линии могли быть просто тропами по кратчайшему пути, ведущие отдельные семьи, племена или группы людей к местам паломничества или даже к местам работы через пустыню. Потому что, между прочим, другое исследование показало, что все знаменитые биоморфы видны с Земли, вопреки распространенному убеждению, что чтобы их увидеть, якобы абсолютно необходим самолет или космический корабль. Ссылка внизу на расчеты. Их действительно плохо видно с Земли, но надо просто знать, откуда смотреть. Что, кстати, подтверждает версию того, что эти рисунки служили для ориентации в пустыне. Что же касается возможности соорудить эти рисунки для цивилизации, незнакомой с современной геометрией и не имеющей больших технических возможностей, то сомневаются в этом только люди, считающие всех дикарей по определению беспомощными дураками. Напоминаю, что рисунки Назка были созданы гораздо позже египетских пирамид, которые действительно представляют собой инженерный и организационный подвиг. Накопать же даже очень большие и красивые изображения в гальке не так уж сложно. И рисовать прямые линии проще, чем кривые. Сам огромный масштаб изображений тоже не поражает никого, кто хоть раз сделал увеличение рисунков по клеточкам, к примеру, для вышивки. Уже самые первые исследователи плато обнаружили там маленькие эскизы, как маленькие, пропорцию 2 на 2 метра, на основании которых потом создавались уже фундаментальные биоморфы. Вот по этому утвержденному эскизу, вот на этом щите, 3 метра на 4. И в 1982 году один прославленный скептик и разоблачитель теории заговора по имени Джо Никель соорудил копию 132-метрового наскинского кондора при помощи своего отца-пенсионера, своего кузена и 12-летнего племянника. Им для этого понадобились только колышки, веревки и лопаты и 2 дня времени. То есть привлекать инопланетян к этому мероприятию совершенно не нужно, достаточно привлечь незанятых родственников. И вообще, если все эти линии были взлетно-посадочными полосами для космических кораблей, как они шмякнулись туда в первый раз, до того, как были нарисованы эти линии? Зачем они прилетали? Вообще-то Земля бедна минеральными ресурсами, и в поясе астероидов, к примеру, можно накопать куда больше полезного. А потом, допустим, они прилетели. Неужели бы эта сверхцивилизация оставила за собой процарапанные на Земле рисунки обезьянки и птичек? Я вообще не против инопланетян. Я не говорю, что ни в коем случае никогда они не прилетали, не оставляли следов на Земле. I want to believe. Но я скорее склонна думать как Стругацкие.
Если сверхцивилизация оставит на Земле следы своего пребывания, мы, скорее всего, даже не сможем понять, что это такое. Нам понадобятся серьезные разъяснения от них. Мы даже внутри собственной цивилизации не можем понять чужие знаки. Я уверена, что многие из вас уже видели эту картинку. Детям дали задание нарисовать маму на работе. И маме пришлось отправлять записку учительнице. «Уважаемая мисс Джонс, я должна пояснить, что я никогда не работала в стриптизе. Я работаю в хозяйственном магазине». И я рассказала дочке, какой у нас поднялся ажиотаж на прошлой неделе перед началом метели. И на этой картинке я не танцую у шеста, а продаю последнюю лопату для уборки снега. Так вот, я думаю, что наше недопонимание с инопланетянами будет гораздо значительнее, чем стриптизерша или продавщица, колибри или дрозд, космонавт или сеятель. А на сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания.